Всем привет! Недавно заказал свою первую собственную электрогитару, наконец-то получил ее и решил поделиться немного своим мнением. Это модель AB4.6V из линейки S by Solar. Данная линейка гитар появилась совсем недавно на нашем рынке и является бюджетками более дорогих гитар от компании Solar. Эту гитару заказывал я на Озоне. Успел взять примерно за 20 тысяч рублей, когда она во всех остальных магазинах уже 24 стоила. Пришла она в такой коробке с логотипом S by Solar. Никаких повреждений не было. Внутри гитара дополнительно защищена пенопластом. По моему мнению, это самый удачный дизайн суперстратов, особенно с их обратной головой. Гитары Solar мне сразу понравились, но цены на них не детские, и по моему мнению, начинающим гитаристам нецелесообразно сразу вкладывать такие деньги. И в один прекрасный день я случайно натыкаюсь на новость о том, что бюджетки поступили в продажу, и я не смог удержаться. Производятся эти гитары в Китае, как и большинство остальных гитар в этом ценовом диапазоне. Корпус выполнен из тополя, гриф из клена. По накладке грифа не все однозначно. Где-то пишут, что палисандра, где-то, что это техническая древесина. Где-то даже вычитал, что на нее нельзя наносить очиститель для грифа и лимонное масло. Якобы такой накладки только навредит. Решил написать по этому поводу в компанию Solar, и эту инфу опровергли. Можно спокойно пользоваться этими средствами по уходу за грифом. У гитары Мензура 25,5 дюймов, и она имеет 24 лада. Установлены два хамбакера производства Solar Design и фиксированный струнодержатель. Специально искал гитару без тремоло-системы. Насколько мне известно, без нее лучше строй держать будет, и мне как новичку со всем остальным разобраться бы, прежде чем играть с тремоло или флойдом. На гитаре установлен трехпозиционный переключатель. На нижнем положении работает бриджевый звукосниматель, на верхнем работает нековый, а в среднем положении оба вместе. В демонстрации звука везде показываю ту же песню с теми же настройками, по очереди на каждом положении переключателя. Высоту звукоснимателя я пока не трогал, но скорее всего немного утоплю нековый хамбакер. Во время игры иногда медиатором цепляюсь за него. Колки здесь самые простые. Пока не могу сказать, насколько хорошо они держат, но это не особо критично. Их легко можно заменить, если вдруг будет надобность в этом. Собрана гитара плюс-минус аккуратно. По покраске есть, правда, погрехи. На задней стороне она как будто испачкана была с самого начала, а голову походу отдельно от деки красят. На голове в некоторых местах видны ворсинки в краске. Всю деку проверил, на ней их нет. Здесь могли бы поаккуратнее сделать. Одна из особенностей гитары – это крепление грифа на 5 болтах вместо 4. Дает ли это существенную разницу, не знаю, но есть мнение, что от этого сустейн лучше. По толщине грифа мне особо сравнить не с чем, но мне удобно. Рука по матовому лаку хорошо скользит, в этом месте видно место склейки головы грифа, но никаких сучков или подобного на нем нет. Лады по краям не торчат, руки не царапают, но во время игры струны об них сильно звенят.
Сначала подумал, что при настройке перетянул немного анкер и опустил струны слишком низко. Но даже когда я его ослабил и струны немного поднял выше, этот лязг не ушел. Правда, на записи или в наушниках это не слышно. Может, тут не все так серьезно. Я попробую через месяцок поменять струны и отполировать лады. Если это не поможет, возможно, отдам мастеру. Пусть посмотрит. Еще мне не особо нравится наклейка с серийником. Обычно надпись наносят вроде прямо на гитару, а здесь наклейка, как-то дешевенько выглядит. Крутилка тона в определенном положении как будто задевает где-то, чувствуется сопротивление. Крутилка громкости наоборот задрана немного. Форм-фактор гитары удобный, как в классической позе, так и держа ее на правой ноге. Правда, балансировка немножко страдает. Если ее отпустить, гриф перевешивает. Также ощущается разница после инструмента с более короткой мензурой. Вместо 7-го лада постоянно хочется зажать 9-й, но к этому я думаю, что привыкну со временем. Также непривычно расположение гнезда для провода снизу. Иногда во время репетиции сажусь нестандартно. Со стратом моего друга проблем не было. А здесь упираюсь проводом в ноги. Но это тоже скорее всего дело привычки. Ну или сидеть просто надо по-человечески. По струнам особо не могу сказать. Пока решил не менять, погоняю какое-то время и посмотрю, как они себя поведут. Взял дешевый комплект струн Элис на замену, хочу их тоже потестить. А если не понравится, уже попробовать струны от Ernie Ball. Также я еще не знаю, какой калибр струн мне нужен. Еще, если кому-то интересно, вес гитары примерно 3 кг, длина около 100 см, ширина по деке примерно 31 см. Кстати, звук гитары в этом видео я записывал через гитарный процессор NewX MG300 в программе FL Studio. Никакой постобработки не накладывал. Взял этот процессор одновременно с гитарой. На него тоже планирую отдельный обзор сделать в скором времени. Мой вердикт: для начинающего гитариста это хороший выбор. Особенно понравилась мне эта гитара своим дизайном. Здесь ей равных нет. Если гитара нравится своим видом, это большой стимул ее брать чаще в руки и подрынкать лишний раз. Выбирал между черной и белой, и в итоге решил, что белая более эстетично выглядит, меньше пачкается пальчиками, да и в интерьере лучше смотрится. Повесил ее на стенку около компьютера. Будет всегда рядом, чтобы быстро взять и играть, и одновременно послужит красивым предметом декора. За эти деньги это отличный вариант, чтобы пощупать форм-фактор гитар Solar, научиться играть, и если уже что-то стоящее из всей этой затеи получилось, можно в будущем уже на настоящий Solar пересесть. Кстати, было бы очень интересно взять дорогой Solar, примерно в таком же формате, и сравнить эти два инструмента между собой. Напоминаю, что все сказанное в этом видео мое сугубо личное мнение. Я в этом деле совсем зеленый, возможно, где-то что-то не так сказал. Буду рад, если в комментариях под видео дополните чем-то. Надеюсь, что обзор был полезным, и вы узнали что-то новое об этой гитаре. Если что-то еще интересует, обязательно дайте знать, постараюсь ответить. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Буду благодарен, если поставите этому видео лайк и подпишитесь на канал. Было потрачено немало сил на создание этого ролика. Всем рока!